что происходить будет. Дай бог на 18 метров что-то в ту сторону, как бы в сторону мишени стрелять. 0! Да, блин, прицела нет. Это не так работает. Все так же целимся в куст. Ну все, сейчас у меня очки полетят, конечно. Ну стоит ровно, почему 7? Чики-брейки в дамке. Короче, вот какой-то бизнес был у Юбабы. А что ты мышкой-то кидала? Такой стиль. Типа, не будем там особо притираться. Какой стиль, такой стиль. Правда, куда целиться, вот тоже непонятно. Всем привет! Сегодня мы играем в игру, посвященную стрельбе из лука. Собственно, ни разу не запускала ее. Просто хочу вот попробовать то, как есть, оценить вообще прорисовку, что там по матчасти, по, может, сюжету какому-то. Вот, ну, собственно, предлагаю все-таки запустить и посмотреть все-таки, что происходить будет. Так. Заходим. Archery 2020. Игра, посвященная у нас Олимпиаде в Токио. Это как бы называется она «Путь к Токио». Ну, как бы, хз, что вообще из этого получится. Посмотрим. Игра у нас от Bulldog Games. А что со звуком? Почему такой... У нас жесткий дабстепчик. Почему дабстеп? Интересно. Ну, вообще, в принципе, что по первому впечатлению, пустовато, наверное, все-таки. Лук, конечно, очень интересный. Что вот... Можно потише сделать? Спасибо. Матчасть достаточно интересная, что вот этот... Как бы это так назвать-то? Вот эта выпирающая часть, основной часть рукояти, это типа как стабилизатор работает, или что? Ну, что у нас? Тетива у нас крепится искусно, опять же, интересно достаточно. Ну, что вы хотели от игры, как бы, как с этим луком дойти до Олимпиады в Токио? С такой матчастью. Дай бог на 18 метров что-то в ту сторону, как бы в сторону мишени стрелять. А вот насчет 70, на Олимпиаде же как бы 70 метров ходовая дистанция. На 70, ну хз, долетит, вообще не долетит стрела-то. Рядом у нас что с луком? Мишень стоит. Да, ну это вообще разброс. Что у нас тут? Иксовая десятка, семерка и шестерка. Ну, слушайте, не олимпийская стрельба, скажу вам честно. Ну, это так, тренировка, возможно, такая плохая. Вот, но как бы Archery 2020, путь к Токио. Ладно, хорошо. Но вот этот разброс на мишени, это, конечно, прям уровневая стрельба, так сказать, конечно. Что у нас тут? Компания, практика. Та-та-та-та. Начнем, наверное, посмотрим вообще, что за компания. Take the bus to Tokyo and compete for the gold at every location. Это у нас, получается, пройди путь к Токио и соревнуйся за золото, ну, типа, бейся за золото на каждой из локаций. Из локаций у нас что? Америка, Россия, Япония и вот сама Олимпиада, я так понимаю. Ну, попробуем, что тут... что, кстати... Look at arrow. Что? Ну то есть просто мы наводимся, просто мышкой двигаемся. А как? Что у нас тут есть? Animal Farm. Хорошо, в Америке мы на ферме будем стрелять. Почему такие какие-то стереотипные... Очень стереотипная игра, что ли, у нас будет? У нас тут какая-то разваленная тачка, прекрасный колчан, общий итоговая сумма, высший результат. 24 выстрела вам дают. Мы просто типа обычная америкосовская ферма, ничего как бы нового. А как целиться? Типа, лук. Так,
правой кнопкой мышки мы взяли стрелу, сейчас целимся. И как целить? Вот олимпийская и пройди путь до Олимпиады. У нас типа матчасть будет по... Ну вот мы идем по ходу игры, она у нас будет как бы лучше становиться или что? Потому что, ну, у нас тут ни стабилизатора нет, ни плунжера, да, прицела нет. Как на 70 стрелять без прицела? Это интересно. Hold left mouse to pulse. Задержите левую кнопку мыши, чтобы натянуть тетиву. Left mouse to fire. Ага. Левая, вот левая та сторона. Ну, ребята, ну это не олимпийская стрельба, вы что? А как мне целиться, если я по наконечнику прицелю? А почему тебя так трясет? Мимо! Первое мимо. Press space to view target. А что? Что увидеть? Что она мимо улетела? Как мне целиться? Как мне целиться? Я не понимаю. Хорошо, взяли. Растянули. 9. Хорошо. Я просто в рандом отпустила. Это такой у меня путь к Олимпиаде, что я просто в рандом отпускаю стрелы. Тут капец. Хоп. Так, мы хорошо в куст будем целиться. Ага, чуть выше в куст надо. Не, ну это, конечно, интересно. Вот если чуть выше в куст взять. Чуть тебя так трясет. Нельзя так трястись. Еще ниже полетело. А как это работает? Подождите. Это неправильная игра. Потому что, ну, ты как бы, когда, если... Короче, у тебя стрела летит не туда, куда ты целился, и там, ну, допустим, если проблема в прицеле, ты либо крутишь прицел, либо как бы выносишь выше, ниже, правее, левее, там смотря от положения, которое ты хочешь, чтобы приняла стрела в мишени. Но как бы вот у меня, допустим, второй выстрел, это вот габаритная 9-8 снизу, и по идее, если я не правлю прицел, а в этой игре у меня его просто нет, я целюсь в куст, то мне надо как бы брать выше куста. Я беру выше куста, а она прилетает еще ниже. Это не так работает. Ну все, сейчас у меня очки полетят, конечно, 24, попала, фигню стрельнула. Еще выше взять. Но это я уже в лес туда дальний целюсь. Позор моим навыкам стрельбы. Ну, у нас Олимпиада в бесприцельном классе будет, я так понимаю. Если нам не будут улучшать оборудование, конечно. Ну, хорошо, вот целимся где-то не в лес, а чуть ниже леса. Я не понимаю. Я целюсь в одну точку. У меня есть прямая, по которой у меня как бы есть. Как настроить матчасть? Причем, знаете, вот ладно, в жизни это можно было бы как-то оправдать тем, что я там руку сбросила или там выпуск не доделала, но тут-то что? Ты просто растянулся, и вот так стоит, трясется. Я не понимаю, я попаду сегодня 10 или нет? Вот эта америкосия ваша вот не дает мне попасть. Хорошо, целимся, все так же целимся в куст. Ни правее, ни левее, та же горизонталь плюс-минус. Сюда! Все, точку прицела мы нашли. Теперь нам нужно как-то, наверное... Ну, вторую десятку-то можно подряд попасть? Нет, нельзя. Что? Тройка? Оно разбрасывает как хочет. Это специально мне показывает. Это меня кибербулит игра. Я не так плохо стреляю. Я хоть типа не... Ай-яй-яй, мышка не буду. Так. Та же точка. Просто. 10. Все. Целимся. Вот. Дерево, кустик. И между вот этим кустиком есть вот этот промежуток. Сейчас будем вот чисто туда выцеливаться.
трясет, не трясись, пожалуйста. Что ты боишься? 10. А засчитала мне 10? Девять? Почему? Это габаритная десятка. Это габарит, это надо 10 засчитывать. Почему? Почему? Я расстроена. Что это такое? А, нет, не знаю. Туда же. Не трясись, ну пожалуйста, не даешь мне нормально целиться. Чушка заедает. Что? А где та стрела, которая... Ну, она где-то там, да? А почему? Почему так? Я что? Ну... Причем я не могу в этой игре регулировать ни силу, ни тяжелее, ничего. Соответственно, она как бы плюс-минус ровно все отпускает. В одно, как бы с с одной силой выпускается стрела, и все нормально. Но вот так, что это? Я честно, руку не кидала, ничего не делала. Почему? Почему вот так? Это так печально. Еще оно мне показывает, типа, текущее количество очков выбитое. 0! 0! Это печаль, это такая печаль, это ужас. И 9. Где стрела? 9 сверху. Ладно, ну там точно 9. Ну, тоже вот хз, был бы прицел, было бы как бы понятно, но тут не... А где стрела? Где стрела? Почему стрела упала? Так, прицелились. 2! 2? Почему? Ну-ка, если просто в рандом тыкнуть. 4. Ну, туда же, в принципе, но... Честно, очень печально смотреть 8. Снизу? Или сверху? Еще сбоку не посмотреть, вот никак. Вот я бы поругалась за эту 9-ку, 10-ку, потому что ну, там объективно габарит зацеплен, скорее всего. Ну, она даже проходит там, вот габарит, и вот стрела по нему прям лежит. Почему засчитали как 9? Это очень печально. Еще стрела когда просто так выпала, это что такое вообще? Еще и нет нигде. 9. Вот, на отвали стреляю, что-то попадаю, что-то стараюсь, блин, прилетает 4, 2, мимо, подщит. 9. Туда же. Просто кучка шикарная. Если учесть то, что это без прицела, на непонятно какое расстояние, ну, как бы про вот эту стрелу мы забыли, мы ее не берем. Но, как бы, все равно 3 стрелы. А что будет после того, как я стреляю 3 стрелы? Там дальше куда-то пойдет? 0. Я сейчас буду плакать. Что это такое? Что это такое? О. Просто отпустила прекрасно. Что 3? Ну это ладно, то не считаю, сколько стрел. Это что сейчас было? 9? Ну туда же, да. Что? Или может и потому, что потом мышкой вот, типа вот, мышкой скидываю потом. Ну вряд ли там настолько прям продумано. Так, и... Мышка на одном месте сейчас стояла, это вообще это буллинг какой-то. Почему она стала вот так? Почему она в землю вот так воткнулась? 137 из... Сколько там было стрел? Дофига. Из них у нас как бы... Вот так смотреть, ну, как бы и так печально, но... Нажмите Enter для следующей локации. Enter. Это Россия. Это Россия? Что это? Где это? Это... Почему мы на какой-то стройке? 24 стрелы. Почему реально какая-то стройка? У меня сзади мусорные баки. Я стреляю, вот детская площадка. Магнитофон.
Тачка, опять та же тачка развалена. Это просто моя, я на такой гоняю. Что, простите? А это там кто-то смотрит, сидит за мной? А, это или что это? Раз мусорный бак. 2, 3 мусорный бак. Почему? Кто делал эту игру? Можно пожаловаться на этого человека? Почему Россию сделали вот так, блин? Посмотрите, не знаю, любые соревы из России, которые проходят, там, чемпионат России, первенство России, там, Кубок России, все что угодно вообще, летний именно сезон, нигде такого нет. Просто там всегда уровень, я вообще молюсь на этот уровень, просто космос какой-то на соревнованиях. А в игре что это? Это путь к Олимпиаде, это типа из грязи в князи, но почему тогда ферму америкосовскую нормально показали, а вот Россия, вот эти 3 мусорных бака. Я расстроена, что это? А сейчас еще и не будем попадать. А все, прицела нет, куда стрелять? Мы будем целиться, вот выносить. 5. Она будет где-то сейчас слева, наверное, да? Да, значит, надо еще. Вот сюда, допустим. Или это слишком далеко? Ну, пиздец. Оп. А подождите, там еще озвучка есть. А куда целиться тогда? Сюда, что ли? Ну, я сюда целилась, когда 5 попадала. Я в расстройстве. Это ужас. Я никогда в Бог не стреляла. Ну сейчас объективно мышкой докину. Сейчас объективно скинула рукой опять. Я и на тренировках так делаю. Стою, растягиваюсь, потом у меня кликер срабатывает, я в конце выстрела так пау вниз. И все. Раньше я на постоянке так стреляла, сейчас уже от этого ухожу, конечно, но все равно. Оп. И. Да я не понимаю. Я до Олимпиады такими темпами не дойду. Хоп. На одном месте стояла. 7. Уже лучше. И 6. Туда же? С той же стороны. Это пипец. Это просто... А можно вот отсюда? Нет, нельзя, надо не наклоняться. Специально, чтобы, да, прицел вот мне... Была одна точка прицеливания, куст. Все. Какой путь к Олимпиаде, когда у тебя прицела нет? Нет прицела, просто стреляешь с палки. Это типа... Это какой-то типа супер мотивационный фильм насчет того, что делай... Нет, не делай. Вот, иди к своей мечте, неважно, с чего ты стреляешь, ты дойдешь до Олимпиады или что-то такое. Ну, не знаю даже. Ну, стоит ровно, почему 7? Все снизу, хорошо, хорошо. Все хотя бы в одной плоскости, все снизу, ладно. Ну, это печально, такой результат ужасный, никогда так не стреляла. Я даже когда нубом была, никогда так не стреляла, блин. Что это вообще? Это буллинг? 5. Все с одной... Но знаете, что радует? Все с одной стороны, значит, одна ошибка есть. Вот так рукой скину, так. Пам! И все. Вот так стою, целюсь, и потом такая. И все, и она вот куда-то улетела. Там же погрешность еще, типа. И если ты, типа, на сантиметр вырываешь, ну, то есть вот тетиву выпускаешь, и на сантиметр, получается, в сторону от тетивы, я не знаю, как это объяснить. Вот, короче, стоишь, и потом такой на выпуске, такой пам, вперед, типа, отпускаешь, ну, не вперед, это, типа, чуть-чуть в сторону. Срыв, короче, идет в сторону. Вот, и это, типа... Тебя стрелу унесет на 18 метров, где-то сантиметров на 30, но на 70 это будет разрыв уже в метр. А это отрыв всего 1 сантиметр может привести к отлету как бы размером в метр. Это все как бы высчитывалось геометрически, поэтому информация проверенная. Даже просто не то, что на бумаге, тоже в жизни тоже проверенная. Но как бы... Но здесь, как это работает, я вообще не знаю. Чисто вот просто тут такая схема «стреляй в ту сторону» называется. Точка прицеливания, где она вообще, непонятно. 7. Я сегодня вообще ни одной 8 даже, понимаете? Вот 3 стрелы, не 3, 4 стрелы в красном, 3 из которых засчитали, одну засчитали как 6. Я уж точно не помню, но вот это мимо, оно меня реально просто...
Просто она убивает во мне моего внутреннего лучника, это просто капец. На рандом вообще. Первая 8 за день в этой локации. 4. Да красота. Давайте просто на рандом пускай, что какая разница, что будет. 2. Чё, опа? 8. Вообще в рандом будем пускать. 6. Там все будет с одной стороны сейчас. 9. А почему в Америке так не озвучивали? То есть мы когда стреляли на этой ферме, блин, мы попадали там десятки просто сплошные, потому что целились в кустик. У нас была какая-то одна точка прицеливания. И нам не озвучивали наше попадание. А здесь мы попадаем мимо или там куда-то в белое далеко от центра, и нам такие «Опа!» А сейчас попали в желтый, еще такие «Опа, сюда в дамке просто!» Чему ты радуешься? Чему вот этот мужик радуется, который озвучивает? Вот мне стыдно за такую стрельбу. Я надеюсь, мой тренер не посмотрит это видео и не увидит, насколько... Он сейчас, он, наверное, посмотрит и скажет: а что ты мышкой-то кидала? Что, не видно было, что ли? 8. Руку держать надо. Руку, Настя, держать, и все. Все будет нормально. А вот сейчас реально скинула. Уф. А как тут не кидать? Чики-брики в дамке нам озвучили. 9-9. Ну это позор. У нас осталось 5 стрел. Можно хоть одну в десяточку попасть? В дамке. Такая, конечно, слабенькая десяточка, но ничего. А куда я целилась, я забыла. 0. Я целюсь туда же. Почему она улетает так низко? Я не понимаю. Я не сбрасываю вниз мышкой. Ничего. Почему? Или сбрасываю. Я просто не замечаю. Я не знаю. Я просто так, ну, знаете, типа не серьезно отношусь к этой игре. Нет у меня какой-то... Все, последняя стрела. Десятка, пожалуйста. Мне не понравилась локация из России. Что это за, блин, какой-то недострой, блин, какой... Мы в Чернобыле стреляем или что это? Еще и вокруг эти мусорные баки, что-то магнитола какая-то стоит. Почему, блин, ферму эту америкосовскую норму, типа, ну, еще более-менее прорисовали, а в России что? Это Россия, что ли? Это вообще... За это можно... Что за типы в этих... в окнах? Почему шторы есть? Есть какие-то типы, которые подряд, как, знаете, из Хаяо Миядзаки, вот эти, из «Унесенные призраками» типочки, которые стояли... Эти призраки, которые приходили в этот, что это был там, отель, не помню, что это было, где вот работали эти Хиро, вот Хаку, вот эти все там, Юбаба, вот эти все типы, которые сидели вот в этом здании большом. Что это было? Ванны, какие-то купальня, что это было? Не помню. Короче, вот какой-то бизнес был у Юбабы, и вот туда приходили вот эти призраки. Это они здесь? Но почему они в стройке? Почему как бы... Почему шторы есть? Что это за дома? У нас не такие дома. Ну, в смысле, они, конечно, возможно, похожи, но в этих домах нет души. Понимаете? А в наших-то есть. Все, я ухожу с этой локации. Вот! Что это такое? Они еще и музыку наложили. Почему Япония? Почему Японию так офигенно прорисовали? Там все, и фонарики, и лепесточки, все падает, деревца, вообще все что угодно. Офигенно все обрисовали. Ошалеть, даже все просто идеально все сделали. Россия просто какие-то бетонные блоки, 3 мусорки, детская площадка. Это печально. Зачем так делать? Я вообще не понимаю. Вот Японию, Америку, конечно. Мы прорисуем, у нас все будет красиво. Вот у нас каждый цветок... Лавочка есть даже. Почему тут прям типа лавочка? Ну такая, не то чтобы прям типа люкс, такой тяжелый угрюмый люкс, но в России была просто бетонная плита на 2 бетонных ножках. Что это такое? Я не понимаю этого. Фонарики тут летают. Небо прорисовано. Вообще все идеально. Мост там. Почему я еще не на мосту? Ну ладно. Такой стиль. Типа
Не будем там особо притираться, какой стиль, такой стиль. Правда, куда целиться, тоже непонятно. Ну-ка. Опять все с той стороны. Еще руку просишь, что ли? Еще, что проблема? Туда же? Туда же. Я уже начинаю понимать азы этой... О, это на грани! Это прям вообще на грани. Почему тут нет мужика, который озвучивает? Типа, оу, мисс, мисс, мисс. Почему в России было опа, когда мимо попал? Что за... Что за буллинг? Что за буллинг, а? Такое осуждаем, ладно. А куда целиться-то? Хорошо, они летят все выше, но буду брать чуть-чуть ниже, наверное. И... Ну да, вот там где-то. Еще ниже надо. Куда-то вот сюда, наверное, но это слишком низко, наверное. Ну, низковато, ладно, 7 снизу, хрен с ним. Но это уже лучше, чем, по крайней мере, мы стреляли на предыдущей локации. 9. А почему не кричат, что там в дамках? Или что-то такое, типа, Володя, дело в шляпе? Или что? Так, 9 попали. А куда целилась-то, я не помню. Сюда куда-то? Нет. High score 10. Ну так понятно, 10 high score. Конечно, тут попробуй, блин, попади. Как на Олимпиаде? Почему игра называется не просто, типа, просто шутер, а путь к Олимпиаде? Я из такого говна на Олимпиаде стрелять не буду. Ну ладно, типа, хорошо прорисовали, хрен с ним, ладно, прорисовали, но если это перебрасывать как бы в реальную жизнь, из такого говнеца стрелять нельзя. Ну, в смысле, можно, если ты там у себя где-то на даче, все такое, если у тебя речь идет о какой-то, как бы, карьере спортивной, какие-то, тем более, если ты думаешь об Олимпиаде, какая речь может идти о вот этом чуде, без прицела, без никаких там плунжеров, грузов, да, я о чем вообще, какие плунжера, если там нет просто прицела базового и вот этой, типа, стабилизатора хотя бы центрового, ну, типа... Ладно, у меня нет ни насечек на тетиве, ничего, у меня просто нитка. Но, тем не менее, мы идем к Олимпиаде. Это, конечно, да, весело. Вот сюда я целился или нет, я не помню. Икса! Вот это хорошо. Все. В принципе, вот такая у нас получилась игра. Ну, честно, не знаю даже, что вам сказать. Вот, с одной стороны, сама задумка, да, вот неплохая. Но реализация... Божечки. Китик пришел. Так вот, реализация... Короче, ладно, дадим 6. 6 дадим мы этой игре просто за то, что, в принципе, интересно прорисован локация с Японией. Ну, не знаю, очень расстроила локация России. На самом деле, можно было бы как бы лучше... Ну, не знаю, почему бы там не прорисовать какую-нибудь площадь красную, например. Ну, или, не знаю, взять вообще рандомную локацию какую-нибудь. Чё... Вот меня расстраивает то, что почему-то разработчик этой игры видел Россию именно такой. Игре этой я ставлю, наверное, 10. Ну, 5, не знаю. Нет, я все-таки поставлю 3. Я вот не могу. Меня очень расстроила матчасть. В принципе, что это такое? На Олимпиаду идти вот с такой матчастью, ты хотя бы палку и 2 палки по бокам бы. Прицел прорисуй, все, мне больше ничего не надо будет. Я бы, типа, может быть, какие-нибудь там результативные выстрелы бы у меня были. Если бы у меня был прицел, у меня нет прицела, я целюсь в куст, в землю, просто вообще в какую-то бетонную стену, и все. И с этим я еду на Олимпиаду. Ну вы что, прикалываетесь, что ли? Ну так не работает вообще. Интуитив — это вот, это не олимпийская тема вообще. Ну, я не знаю, пока ее вроде не ввели. Понятное дело, проводятся чемпионаты, Кубки России по бесприцелке.
сейчас очень так активно развивается направление вообще во всех регионах, в принципе, да и по миру очень часто, там 3D-стрельба, вот эта вся бесприцельная тусовка развивается сейчас, ну и в принципе она всегда была. Вот. Но на Олимпиаде, насколько я помню, нет бесприцельной стрельбы. То есть вот стандарт, рекурсивный классический лук, прицел стаб, как бы все вот Плуджера Дэнфи. Короче, есть стандарт. Игра такая, мне кажется, ее делали не особо всерьез. Причем она там даже какую-то, сейчас я скажу даже, она там какую-то даже премию выиграла. Первое место, конкурс дизайна видеоигр со своим тиктокером. Я в шоке просто. Два основных режима: компания и практика, режим тренировочной игры, выбрать локацию, ствовать карану с любым, насколько он пожелает. Но я и говорила, типа, в принципе, вот эта вторая кнопка, которая была, вот practice, которая, да, вот она чисто за это и отвечает, как бы чисто вот тренировка. Сколько пожелает. Качество альтернативы, режим компании, через несколько стран, через на играх в Токио 2020 года. Это путь в Токио. Ну ладно, хорошо. Если, допустим, даже я натренируюсь в этих локациях, целиться по одной и той же точке, и потом как бы выдам результат, то, возможно, да, возможно, прикольнее смотрелась бы стрельба и все. Но мы идем по харду, мы идем просто как бы, что у нас, допустим, заходит человек, который там, ну, не знает английского, допустим, он кликает на первую же кнопку, на первую же клавишу, ему не вылезает ни обучение, ничего, то есть его сразу переносит вот именно в эту соревновательную какую-то тематику, и он как бы, ну, уже что умеет, то умеет, если не умеет, то как-то, в принципе, ориентируется по ситуации. Вот. Идея заключается в том, чтобы сделать акцент на различных странах, участвующих в мероприятии, и в то же время дать игроку образовательный опыт в стрельбе из лука. Образовательного опыта эта игра не несет вообще никакого. Ну, то есть, какой образовательный опыт? Натянуть, зарядить стрелу, и то как бы непонятно, как заряжать стрелу, как бы это и не важно прописывать, потому что это самая базовая вещь, ну, типа, это вообще легче, этого вообще ничего нет. Как бы, как натянуть тетиву, и прицелиться вне щита, вне мишени, это по технике безопасности вообще мимо абсолютно, ну как бы по всем параметрам. Типа, если прицеливаться, надо прицеливаться в мишень. Ну ладно, хорошо, бесприцельно это отдельная тема, там целятся чисто вот на там какую-то одну точку взять, если по ней каждый раз целить, то да, может быть результативная стрельба и будет. Но тут у тебя тема приурочена к Олимпийским, вот тема Олимпийские игры 2020. И ты на Олимпийские игры выходишь с вот такой матчастью, целишься непонятно куда, опыт, ладно, но образовательного опыта нет никакого. Соревновательной стрельбы из лука, соревновательной тоже нет, как бы, ну, в чем ты соревнуешься сам с собой, ну, на самом деле это и правильно, потому что все говорят, надо вот соревноваться, надо забить на противника, на то, что он попадает, и соревноваться только как бы с самим собой. Но тут у тебя соревновательная игра, и тут в нее играет явно не профессионал, и вряд ли в нее прям сильно круто кто-то, сильно прям жестко кто-то в нее залипает, играет. Вот, но не профессионал в нее играет, и он как бы такой прям соревновательной жилки он как бы не почувствует, мне кажется. Ну, ладно, будет он гнаться за этими десятками, девятками и все такое, но пока он найдет в какую точку прицеливаться, вот вообще человек, который никак не связан в реальной жизни со стрельбой, он найдет какую-то одну точку, но пока он ее отыщет, он из 24 стрел уже 12 как минимум стреляет. Ну ладно, не 12, я уже сильно перегнула, ну стрел 6 точно, пока он найдет. Ну хотя, вот хз, тоже от человека зависит. Ну, короче, от 6 до 12 стрел он уже отстреляет в этот момент до того, как найти, как в десятку попасть. Ну, как бы, а на каждой локации, соответственно, точка прицеливания разная, с того, что у тебя нет прицела, ты просто стреляешь с говна, палка, на которой натянута нитка. И ты из одной палки стреляешь другой палкой просто в сторону бумажки. И все. Это никакой образовательный опыт стрельбы из лука не несет абсолютно. Вот, поэтому, наверное, 3. Наверное, я очень сильно захейтила эту игру. Так чисто развлечься, возможно, да, ну, неплохо. А как-то на серьезе воспринимать вот это как соревнование,
или что-то такое. Ну, так чисто, не знаю, убить какое-то количество времени вполне подойдет такая игра. Но прям на серьезе я бы не сказала, что я буду в нее играть. Даже если учесть то, что я в тире практически каждый день нахожусь, тоже вот мне, как профессионалу, не особо зашла. Возможно, я поищу какие-нибудь другие игры, возможно, их тоже посмотрю, что вообще там по стрельбе. Как есть, так есть. Надеюсь, понравилось это видео. Не заставляю там подписываться на канал, поставить лайк, все это такое. Но, надеюсь, было интересно посмотреть реакцию профессионального лучника на игру, посвященную стрельбе из лука, послушать, возможно, мои какие-то комментарии. Я тут никого не хочу обидеть, просто говорю то, что думаю, и все. Не воспринимайте всерьез. Всех люблю, все, всех до новых встреч, пока.